Приветствую вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сейчас очень важный агроприем, полив томатов. Я их высаживала, они были высокорослые у меня, и высаживала вот так в рядочек. Здесь у них корневая система находится. Она уже даже образовалась там хорошо, маленькие корешочки. Для того, чтобы сейчас они образовали мощную корневую систему, я вот делаю вот такую операцию. Я делаю вот так вот выемку. Влажная земля, но сейчас нужно будет, там уже жара будет через несколько дней, да и сегодня уже тепло. И знак весы, вот, и нельзя будет поливать, поэтому я заранее сейчас вот делаю вот эту агрооперацию. И с этой стороны сейчас покажу. Вот здесь то же самое, именно по центру делаю такую выемку, а под сами помидоры подсыпаю земельку. Самое главное сейчас, чтобы вот сюда корни шли, образовывались, и буду много воды поливать. У меня получается на куст 2 ведра, 20 литров воды в таком расчете. Ну что для этого мне надо? Особый полив. Здесь у нас где-то 80 литров воды. И на 80 литров воды беру 3-литровую банку молока. Цельное молоко. Значит, если чуть-чуть прокисло, не страшно. Самое главное, чтобы было. И, кстати, если покупное, тоже не имеет значения. Лучше, конечно, вариант, когда домашнее молоко. Но если нет такой возможности, нечего переживать. Сейчас я все это отлично чуть-чуть это солью. Вот. И сейчас перемешаю. Вот это молоко очень важное составляющие. Дело в том, что когда я посадила, я сделаю сносочку внизу, когда высаживала помидорки, я уже добавляла муку рыбную туда в корневую зону, мясокостную и кормовые дрожжи с витаминами группы В. Удобрения у них есть. Есть кормовые дрожжи. Вот чтобы они активно заработали и совместно работали вместе с молочно-кислыми бактериями, очень хорошо. Вот видите, оно такой цвет получается, где-то, сколько там, 200 миллилитров на 10 литров воды получилось. И вот теперь заливаю, очень хорошо заливаю. Ну вот у меня получается, я расчет делаю, просто чтобы вода, вот этот раствор, а не вода, молочная стояла. Ведь молочко любят все. Все детки, а сейчас томатики у нас как детки маленькие. Все любят молоко, за исключением редко кто не любит. И вот так заливаю, точно так же, когда уже бочку заберу, сначала с этой стороны заливаю. В 2 захода, чтобы вот так полностью упиталась вода. Ну а затем буду делать еще лунку вот с этой стороны. Вот буду убирать вот эти наши ходячие такие плиточки, по которым мы ходим. И вот с этой стороны тоже будет заливаться то же самое молочком, молочным раствором. Вот так она должна, водичка, стоять. И получается, что очень хорошо. Корневая система сейчас будет стремиться именно туда, к этой влаге. И она будет глубоко. И эта влага как раз позволит сформировать мощную корневую систему. Не жалею. Молоко только даст пользу. Я уже несколько лет так делаю, мне очень нравится. Они буквально через сутки уже видны результаты. Вот с этой стороны, вот вчера уже были вот политы вот тот ряд, сразу же видно, позеленели и мощно пошли, уже даже некоторые пасынки начали образовывать. Вот здесь вот получается на один кустик 20 литров воды. Правда, не под сам куст, а вокруг куста. Вот такой интересный агроприем. Полив чудодейственный, я его называю чудодейственный раствор, молочный раствор, который позволяет быстро адаптироваться растениям в почве, быстренько, уже сейчас тепло, образовывать корешки. И, естественно, питаться. В молоке есть много питательных веществ, плюс у них куча удобрений органических и долгоиграющих. И теперь вот только поливы, вот мощные поливы раз где-то в неделю, в 10 дней сейчас, в зависимости от погоды. Вот это все прекрасно работает. С вами были Раиса Горяченко и Александр Волик.
Мы прощаемся до следующего видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам самого доброго. Комментируйте, лайкайте. Мы благодарны вам за ваши комментарии.